Друзья, приветствую! Месяц март постепенно приближается к середине. Термометр все чаще показывает температуру выше нуля, но в целом пока общая картина за окном мало чем отличается от зимних пейзажей. Погода в эти дни очень переменчива. За считанные минуты яркое солнце может исчезнуть за свинцовыми тучами, приносящими с собой обильные снегопады. Похоже, зима не собирается сдаваться. Ну а я в один из подобных дней снова отправился в лес, чтобы проверить установленные камеры и, возможно, подыскать более перспективные места на будущее. Перемещение по льду, как обычно, не составило особого труда. А вот прибрежная растительность стала настоящей проблемой, ведь сырой снег постоянно проваливался даже под площадью снегоступов. Наконец я добрался до спасительного леса, где на недавно выпавшем снегу красовались свежие следы куницы. Моей старой тропинкой на днях пользовался заяц, что совсем не удивительно, ведь животные не привыкли тратить энергию впустую, и если есть шанс срезать путь или облегчить перемещение, они обязательно им воспользуются. Старый лосиный след не на шутку заинтересовал куницу. Возможно, где-то здесь проходила подснежная тропа аппетитно пахнущего грызуна. А вот и то самое место, где я оставлял осиновые ветви. Поторопившись, я переместил их вместе с ловушкой, но мясная приманка так и осталась под снегом, чем и воспользовалась куница. Уже, наверное, в третий раз я ожидаю увидеть свежие следы бобров, но они упорно не покидают убежище. Зато на берегу оказался заяц, которого привлекли оставленные грызунами ветки. Но надолго он не задержался и эффектно покинул поле зрения камеры. Решив поискать новые места, а вместе с ними свежие следы лосей, я отправился вглубь леса, ведь на берегу лесные гиганты перестали появляться более месяца назад. Следуя по низине, где летом, похоже, течет ручей, я продвигался все дальше, но кроме заячьих отпечатков никаких следов активности в лесу не было. А здесь Косой побывал совсем недавно. Упавшая осиновая ветвь, должно быть, кормила зайца не одну ночь, однако признаков присутствия лосей по-прежнему не было. Даже просека, по которой животные явно путешествуют летом, в это время года не пользовалась популярностью. Возможно, все дело в толщине снега, хотя в сравнении с предыдущими зимами осадков в прошлые месяцы было совсем мало. Хвойные леса сменялись молодыми осинниками, плотные заросли просторными полянами. Но, судя по всему, кроме зайцев и меня, зимой эти места никому не интересны. Надеюсь, уже через пару недель все изменится. Ну а пока пора ближе к дому. На обратном пути я решил проверить еще пару фотоловушек. В числе первых с разведкой заявился любопытный заяц. Широкие лапы надежно удерживают беляка даже на тонком насте. Поэтому, пока ночи холодные, эти зверьки могут легко перемещаться по лесу. С особой тщательностью заяц изучал мои следы, где, судя по всему, были спрятаны приманки для хищников. Не обнаружив для себя ничего интересного, бдительный бегун, словно чем-то встревоженный, удалился из кадра. Пару дней спустя появилась лисица, но посторонний запах насторожил ее настолько, что пришлось срочно искать обходной путь. По традиции не заставила себя ждать и куница, для которой добраться до труднодоступного лакомства, как всегда, лишь легкая разминка. Подозревая, что наверху еще может оставаться пища, хищница сознанием дела оглядывала каждый куст, то и дело вставая на задние лапы. В итоге за пару часов приманки исчезли как с деревьев, так и из-под снега. Еще раз осмотрев богатое трофеями место, куница отправилась дальше.
Вряд ли появившейся днем сойке достался хоть кусочек. Посмотрим, что в это время произошло на другом берегу. Здесь в поисках съедобной растительности медленно прогуливался рябчик. Я специально установил камеру в надежде на появление этих птиц, ведь кругом снег пестрил их извилистыми тропами. Час спустя появились сразу две птицы, которые старательно выискивали самые сочные почки. Конечно, не обошлось и без визита куницы, как обычно в темное время суток. Сознанием дела зверек принялся стремительно раскапывать снег, скрывавший солидные запасы курицы. Закончив с поисками, хищница начала причудливо кататься по снегу. Возможно, таким образом она чистит мех от запаха добычи. Кстати, такое поведение я вижу впервые. Видимо, оно свидетельствует о сытости животного, а застать сытую куницу, особенно зимой, не так просто. А эту камеру я установил в конце одного из недавних выпусков. Меня привлекло закатное солнце, и вот как оно выглядело в тот самый вечер. Однако первый лесной житель появился здесь лишь неделю спустя, и совсем не в светлое время суток. Чрезвычайно осторожная лисица сразу приметила фотоловушку, поэтому не спускала с нее глаз. Ввиду недавних снегопадов чужие запахи слегка утратили свою силу, и хищница все же осмелилась приблизиться, хотя она по-прежнему с максимальным недоверием относилась к постороннему объекту. То и дело лиса отбегала подальше, сверкая из кромешной тьмы голодными глазами. Повторный визит зверя случился лишь 3 дня спустя. Возможно, это была другая лиса. По крайней мере, ее размеры показались мне чуть менее солидными. Недоверчиво посматривая на камеру, хищница тщательно зондировала снег носом, чтобы потратить как можно меньше времени на раскопки. В итоге приз совсем скоро оказался в острых зубах. Эта лисица точно была не из робких, ведь добыча без всякого стеснения поглощалась прямо в поле зрения ловушки. Не испугалась рыжая и приблизиться к камере вплотную. После некоторых сомнений между вариантами остаться голодной или пойти на риск, она все же выбрала второй. Три дня спустя в ходе утренней разведки место было обследовано вновь, но на этот раз угасшие запахи не сподвигли лису на поиски, поэтому она отправилась дальше. При установке ловушки я даже не обратил внимания на старое дерево, а ведь оно приманило в кадр далеко не частого обитателя лесов. Это трехпалый дятел, которого легко можно узнать по желтой шапочке. В поисках аппетитных личинок он старательно расправлялся с корой, к сожалению, оставаясь с самого края кадра. В надежде на повторное появление птицы я передвинул камеру, захватив ствол в поле зрения, а также по традиции прикормил место в ожидании хищников. Наконец, план на прогулку был выполнен, и я со спокойной душой отправился домой. Думаю, потепление уже не за горами, а значит, картина в лесу, как и поведение животных, будет стремительно меняться. Поэтому оставайтесь на связи, чтобы не пропустить свежие весенние выпуски. А их анонсы можно увидеть в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. До скорого!